Всем привет! Сегодня приготовим закусочные пирожные мимоза. Красивые, вкусные и сытные. Они прекрасно подойдут к любому столу. Сначала приготовим тесто для коржей. В миску разбиваем одно яйцо. Наливаем 200 мл кефира любой жирности. Насыпаем пол чайной ложки соли и пол чайной ложки сахара. Все перемешиваем венчиком. Сюда же добавляем 250 грамм растопленного сливочного масла. Опять перемешиваем. Насыпаем часть муки и добавляем пол чайной ложки соды. Перемешиваем. Перемешивать тесто удобно силиконовой лопаткой. Когда тесто немного перемешалось, добавляем остальную муку. Мне понадобилось примерно 450 грамм муки. Количество муки смотрите по консистенции теста. После замеса тесто должно остаться слегка липким и мягким. Тесто накрываем крышкой и ставим в холодильник минимум на 30 минут, можно на дольше. Готовим начинку. Берем 2 банки сардины и сливаем с них жидкость в отдельную емкость. Немного этой жидкости понадобится чуть позже. Сардины разминаем вилкой. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Сыр тоже добавляем в миску к сардине. 2 яйца натираем на крупной терке. Яйца тоже добавляем к сардине. Нарезаем пучок укропа. Насыпаем его в миску. Сюда же выдавливаем 1-2 зубчика чеснока. Добавляем майонез и все перемешиваем. Если начинка получилась густой, наливаем немного жидкости из сардины. Все перемешиваем. Начинка готова. Тесто уже настоялось. Разделяем его на 5 одинаковых частей. Берем одну часть теста и раскатываем ее на пергаментной бумаге. Раскатываем тесто в прямоугольник величиной примерно 20 на 30 сантиметров. Неровные края можно подправить или обрезать, а где не хватает теста, добавляем его из отрезанного теста. Накалываем тесто вилкой. Тесто с пергаментом перекладываем на противень. Все ставим в духовку разогретую до 200 градусов. Запекаем примерно 8-10 минут. Таким методом выпекаем все 5 коржей. Когда испеченные коржи уже остыли, на доску кладем первый корж, а начинку в миске разделяем на 4 одинаковые части. На корж выкладываем часть начинки. Равномерно ее распределяем по коржу. Накрываем вторым коржом и точно так же распределяем начинку. По краям смазывать начинкой не обязательно, так как потом их все равно будем обрезать. Таким методом складываем все коржи с начинкой. Пирожное накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник настаиваться. Я поставила на целую ночь. Пирожное настоялось. Снимаем пленку. Срезаем все неровные края. Сверху корж смазываем майонезом. Четыре вареных яйца разделяем на белок и желток. Белки трем на мелкой терке. Желтки тоже отдельно трем на мелкой терке. Весь закусочный торт посыпаем сверху тертыми белками. Торт разрезаем на примерно одинаковые куски пирожные. На каждый кусочек насыпаем тертый желток.
Сверху выкладываем по веточке укропа. Пирожное готово. Выставляем его на блюдо и подаем на стол. Закусочные пирожные мимоза получились не только аппетитными, но и эффектными на вид. Готовится просто, а на вкус сытные и очень вкусные. Такая закуска прекрасно подходит к любому праздничному столу. Также у меня на канале есть и другие рецепты закусок. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Следующим приготовим лаваш с колбасой и морковью. Такая закуска готовится из самых обычных продуктов, и получается ее много. Сначала подготовим ингредиенты. Примерно 200 грамм свежей морковки трем на крупной терке. 150 грамм варено-копченой колбасы нарезаем сначала кружочками, а затем кружочки режем небольшими кубиками. Также можно взять вареную колбасу и натереть ее на крупной терке. 150 грамм сыра трем на крупной терке. Пучок зелени мелко нарезаем ножом. Я взяла петрушку и укроп. Складываем рулет. Кладем первый лист лаваша. Смазываем его майонезом. Вместо майонеза можно использовать сливочный сыр или мягкий плавленый сыр, например, сыр янтарь. На него выкладываем тертую морковь. Равномерно ее распределяем по всему листу лаваша. Начинку немного не докладываем до противоположного от себя края лаваша, чтобы потом удобно было его сворачивать и начинка не выпадала. Морковь немного солим. Сверху посыпаем тертым сыром. Его точно так же равномерно распределяем по всему листу лаваша. Накрываем вторым листом лаваша и немного придавливаем его руками к начинке. Лаваш смазываем майонезом. Всего для рулета понадобится примерно 150-200 грамм майонеза. На лаваш равномерно выкладываем нарезанную колбасу. Сверху все посыпаем зеленью. Лаваш с начинкой сворачиваем в плотный рулет. Рулет заворачиваем в пищевую пленку и ставим настаиваться в холодильник. Готовый рулет нарезаем на порционные куски. Рулет из лаваша с колбасой и морковью получился очень вкусным и ярким. Колбаса придает закуске сытность, а морковка – сочность. Готовится рулет просто, и продукты все доступные. И последний приготовим закуску пенечки. Приготовление очень быстрое и продукты максимально доступные. Один французский багет разрезаем на кусочки высотой примерно 2-3 см. Чем тоньше багет, тем выше делайте кусочки, чтобы поместилось больше начинки. В каждом ломтике частично вынимаем мякоть, донышко должно остаться. Оставшийся в середине мякиш утрамбовываем ложкой. Должна получиться как бы корзиночка. Готовим начинку. 500 грамм шампиньонов моем, разрезаем пополам и нарезаем произвольными кусочками. Одну луковицу нарезаем кубиками. На горячую сковороду выкладываем нарезанные грибы. Готовим на большом огне, периодически перемешивая до испарения всей жидкости. Когда вся жидкость испарилась, наливаем немного растительного масла.
кладем нарезанный лук. Обжариваем грибы с луком на среднем огне. В конце все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Снимаем начинку с огня. Уже подготовленные кусочки из багета выставляем на противень от духовки. Приготовленной начинкой заполняем пенечки из багета. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Сыр нужно брать такой, который хорошо плавится. Тертым сыром посыпаем все пенечки. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 10 минут. Сыр должен расплавиться, а багет подсохнет сверху и станет хрустящим. Закуска пенечки готова. Блюдо, на котором будем подавать закуску, украшаем листьями салата. Выставляем готовую закуску. Из этого количества начинки у меня получилось 16 пенечков с начинкой. Закуска пенечки получилась очень вкусной и сытной. Готовится просто и достаточно быстро. Она прекрасно подходит на любой праздничный стол.